Всем привет! Вы на канале Планета Земля, и сегодня мы поговорим о Восточных Карпатах. Восточные Карпаты – это величественная горная система, которая является частью обширных Карпатских гор, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Этот горный хребет играет значительную роль в природе, культуре, истории и экономике стран, через которые он проходит. Восточные Карпаты простираются через территории таких стран, как Польша, Румыния, Украина и Словакия, образуя уникальный ландшафт, который включает в себя как высокие горные вершины, так и глубокие ущелья, плодородные долины и широкие лесные массивы. Невероятной красотой Карпаты наделяют спрятанные в лесных дебрях бесчисленные ручьи, маленькие речушки и бурные горные реки. Тиса, Прут, Черемош, Лимница, Латорица и Сирет. Стремительными потоками неся с гор, они наполняют окрестности звонкоголосым журчанием, а часто и могучим грохотом водной стихии. Реки образовали множество прекрасных водопадов, хотя и не таких высоких, как в мире, но и не лишенных красоты. В Карпатах есть множество источников минеральных вод, воздух здесь свежий и чистый, наполнен смолистым ароматом хвои, поэтому здесь расположено множество санаториев, а туристы приезжают сюда не только для отдыха, а еще и для оздоровления своего организма. Восточные Карпаты – крупнейшая по протяженности средняя часть Карпат, расположенная между Телицким перевалом на севере и городом Придял на юге. Длина около 750 километров. Разделены широкими глубокими долинами на ряд хребтов и массивов – Марамуриш, Горганы, Черногора, Бещады, Родно, Келиманские горы, Вранча, Таркео и множество других. Восточные Карпаты делятся на внутренние и внешние. Мы обязательно посмотрим и на те, и на другие. Но начнем с внешних, с их северной части, расположенной в Польше. Это предгорье Центральных Бескид, и начинаются они Рожновским предгорьем. Это область в Польше, являющаяся частью Карпатских предгорий. Этот регион расположен в южной части страны и характеризуется холмистым ландшафтом, который служит как переходная зона между низменностями Польши и высокими горами Карпат. Предгорье отличается живописными пейзажами, включающими холмы, реки, леса и зеленые долины. Этот регион является популярным местом для пеших и велосипедных прогулок, а также для других видов активного отдыха. Регион богат биологическим разнообразием, и его леса и поля обеспечивают среду обитания для различных видов растений и животных. Одной из важных особенностей Рожновского предгорья является река Дунаец, на которой расположена Рожновская плотина, образующая Рожновское водохранилище. Это водохранилище не только играет важную роль в гидроэнергетике и предотвращении наводнений, но также является популярным местом для рыбалки, катания на лодках и других водных видов отдыха. Регион богат культурным наследием, включая исторические места, такие как замки, церкви и другие памятники. По его территории можно найти следы прошлых эпох, от средневековья до более поздних исторических периодов. Цешковицкое предгорье является частью Карпатских предгорий в Южной Польше. Этот регион географически расположен между Рожновским предгорьем на западе и Стрижижовским на востоке. Он представляет собой холмистую местность с относительно невысокими возвышенностями, простирающуюся между реками Дунаец и Вислока. Одной из уникальных особенностей Цешковицкого предгорья является его необычные скальные формирования, известные как Каменный город. Эти скалы из песчаника были сформированы естественными процессами эрозии и выветривания и теперь представляют собой популярную достопримечательность с множеством пешеходных маршрутов, которые позволяют посетителям исследовать этот удивительный природный лабиринт. Природный заповедник Ливач – это охраняемая природная территория в Польше, созданная для сохранения уникальной экосистемы и биоразнообразия. Он расположен в окрестностях горы Ливач, которая является одной из самых высоких точек Цешковецкого предгорья и служит родным домом для местной флоры и фауны, а также для научных исследований и образовательной деятельности. Стрижовские предгорья – это одно из предгорий Карпат, расположенное в Южной Польше. Этот регион представляет собой холмистую местность, простирающуюся между Дыновским предгорьем на востоке и Цешковицким на западе.
Он является частью более крупного комплекса Карпатских предгорий, которые служат переходной зоной между низменностями Центральной Польши и высокими горами Карпат. Оно занимает площадь около 900 квадратных километров, и часть его территории занимает Черножецко-Стрижовский ландшафтный парк. Этот парк является одним из многих ландшафтных парков в стране, цель которых – защита и сохранение природной красоты, при этом представляя возможности для отдыха, туризма и образования. Особенности ландшафта включают в себя характерные холмы, скалы, лесные массивы и речные долины. В парке имеются обнажения песчаника, которые в результате эрозии образовали инзельберги. Это такой изолированный холм с крутыми склонами, поднимающийся над равниной, подобно острову над морем. Дыновское предгорье является частью Карпатских предгорий и расположено в юго-восточной Польше. Название происходит от города Дынов. Впервые Дынов упоминается в письменных источниках в 1423 году. На данный момент это небольшой город в Жешувском уезде Подкарпатского воеводства. Этот регион граничит с Жижовским предгорьем. С западной стороны граница река Вислок и Пшемышским предгорьем граница реки Сан на участке от Репчи, близ Санока, до Пшемысля с восточной. Дыновское предгорье представляет собой холмистую местность с пересекающимися долинами и реками, образующую живописный разнообразный ландшафт. Типичная растительность предгорья – дубово-грабовые леса, тугайные леса в долинах рек, карпатские буковые леса, елово-буковые и сосновые леса в более высоких частях. Пшемышские предгорья – самый восточный район предгорного хребта Польши и одновременно внешних западных Карпат, названные в честь города Пшемышель, ранее Перемышль. Перемышль – один из древнейших городов Польши, расположенный на юго-востоке страны в Подкарпатском воеводстве, недалеко от границы с Украиной. Этот город имеет богатую многослойную историю, насчитывающую более 1000 лет, и является важным культурным и историческим центром региона. Граница Пшемышских предгорий на севере и западе проходит по реке Сан. На западе Пшемышское предгорье граничит с Дыновским предгорьем, на юге с Саноцко-Турчанскими горами, а на северо-востоке с Сан-Днестровским плато. Между Бирчей и Кузьминой лежит хребет Кицерки, а в северо-западной части Пшемышского предгорья самый длинный хребет Крушельницкий. Большую часть территории охраняет ландшафтный парк Перемышского предгорья. И большую часть его территории занимают леса, преимущественно буковые и еловые. В лесах обитают медведи, волки, рыси, дикие кошки и олени. Большим богатством местности являются птицы. Здесь обитает большая популяция орлов, конюков и дятлов. А на юго-западе находится Буковское Нагорье, она же Буковская возвышенность, один из горных хребтов внешних восточных Карпат на юго-востоке Польши. Холмистый регион недалеко от рек Ослава и Сан. Буковское Нагорье состоит из серии лесистых горных вершин и холмов, среди которых много живописных долин и ручьев. Высота хребта достигает более 1000 метров над уровнем моря. Регион, судя по названию, покрыт преимущественно буковыми и смешанными лесами, которые являются важными экосистемами и играют ключевую роль в поддержании местного биоразнообразия. Южнее Буковского Нагорья центральные Бескиды, или как его еще называют, низкие Бескиды. Они составляют центральную часть Бескид в пределах внешних восточных Карпат. Это холмистый регион, охватывающий Прышовскую область, Санокский уезд и Ясельский уезд, а также территорию между Бусовым, Андавским и Лоборецким Нагорьем Словакии и Бескидами, Сандетскими, Погожебукскими и Бещадами, близ реки Вислок в Польше. Горный хребет имеет две вершины, одну высотой 1000 метров Бусов и одну высотой 997 метров Лацкова. Низкие Бескиды отделяют горы Бещады от западных Карпат. Оригинальная флора и фауна региона были сохранены из-за удаленности района. Горный хребет покрыт буковыми лесами. Территория охраняется Национальным парком Магурский и Ясельским парком. Животными, обитающими в этом заповеднике, являются среди прочих черные аисты, олени и волки. Лоборецкое Нагорье – горный хребет на северо-востоке Словакии, часть Нижних Бескидов, внешне восточных Карпат. На севере граничит с польской национальной границей, а на западе с Андавским Нагорьем. Его горные хребты обычно достигают высоты около 500-700 метров.
Самая высокая точка – Высокий Гронь. Ее высота составляет 905 метров. Регион дренируется рекой Лаборец и в его западной части рекой Андавой, где в верховьях находится озеро Дамаша. Озеро создано плотиной, один из немногих остатков пояса заболоченных территорий, некогда простиравшегося от места впадения Тисы в Дунай до гор Вигорлат. Берега изобилуют разнообразными водоплавающими птицами, такими как черные аисты, ржанки, лебеди, цапли и утки. Здесь также можно увидеть представителей некоторых птиц-хищников. Высокогорье также является местом расположения стратегически важного перевала Дукла или Дуклинский перевал, самого низкого горного перевала в основных хребтах Карпат. А мы переходим к Восточным Бескидам. Эта часть Бескид расположена на территории Польши, Словакии и Украины. Как продолжение центральных Бескид, этот горный массив включает крайний юго-восточный угол Польши, дальний восточный угол Словакии и тянется на юг через западные части Украины до границы с Румынией. Восточные Бескиды принято разделять на два параллельных хребта – Лесистые Бескиды и Полонинские Бескиды. Лесистые Бескиды состоят из Бесчад, Саноцко-Турчанских гор или Верхнеднестровских гор, Скалевских Бескид, Горган и Покутско-Буковинских Карпат. Полонинские, в свою очередь, состоят из полонины Руны, полонины Боржава, Красной полонины, горного массива Свидовец, массива Черногора и массивов Гринявы и Чевчины. Бесчады – это горы на территории Польши, Словакии и Украины, часть Большого Лука Восточных Карпат, восточная часть Бесчад, находящаяся на Украине, Верховинский вододельный хребет. Длина около 60 километров. Сложены главным образом флишем, покрыты лесами и лугами. Высочайшей вершиной Бесчад является гора Пикуй, что на границе Закарпатской и Львовской области. На территории Польши высочайшей вершиной является гора Тарница. Бесчады ныне одни из наименее заселенных горных районов Европы. На польской территории в Бесчадах находится Бесчадский национальный заповедник. Как муза художников и поэтов, Бесчады раскинулись своими зелеными хребтами под небесным сводом, устеленные бесконечным переливом облаков. Они манят своей дикой природой, где глубокие леса оберегают тайны древних времен, а полонины, высокие горные луга, расцветают океаном цветов, создавая пейзажи, достойные самых волшебных сказок. На территории Бесчад расположено Солинское озеро, водохранилище, созданное в 1964 году. Плотина в Солине, которая имеет 81 метр в высоту и 664 метра в длину, является самой высокой в Польше, на которой находится Солинская ГЭС. Южнее – Буковские горы. Это отдаленный горный массив на конце карты, в стране волчьих стай, медведей и зубров. Горы в северо-восточной части Словакии, которые касаются границ Польши и Украины. Местность, когда-то называвшаяся Волчьи горы, покрытая обширными лиственными лесами, охраняемая национальным парком Полонины, без гостиничных курортов, с живописными деревнями, с небольшими деревянными церквями, с жителями, сохраняющими древние обычаи и говорящими на русинском языке. Это восточнославянский язык, на котором говорят русины в некоторых частях Центральной и Восточной Европы. Буковские холмы являются частью Бесчад. На юге Буковские холмы примыкают к Вигорлату, на западе к Лаборецкому Нагорью. Самый популярный поход – восхождение на Кременец, тройную границу, где встречаются границы Словакии, Украины и Польши. Эта точка высотой 1200 метров. Также является самой высокой точкой Буковских гор. Гранитный монолит в форме трехсторонней призмы стоит на стыке границ трех государств с 2000 года. Восточнее – Саноцко-Турчанские горы или Верхнеднестровские горы. Это горный массив, расположенный на южном участке границы между Польшей и Украиной. Верхнеднестровские горы, также известные как Верховинские Бескиды, являются частью Восточных Бескидов в системе Карпатских гор. Этот регион расположен преимущественно в Украине, охватывая верховье одной из крупнейших и важнейших рек Восточной Европы – Днестра. Верхнеднестровские горы представляют собой уникальное сочетание природной красоты, биоразнообразия и культурного наследия. Горный массив простирается на площади 930 квадратных километров к северу от Бесчадских гор и к югу от Перемышльской возвышенности, между долинами Среднего Сана и реки Стрый.
Сколевские Бескиды – горный хребет на западе Украины, относящийся к группе хребтов, называемых Восточными Бескидами, в пределах внешних Восточных Карпат. Горы состоят в основном из карпатских флишей. Центр гор находится в районе города Сколе, от которого горный массив и получил свое название. С 1999 года большая часть гор находится под охраной как национальный парк Сколевские Бескиды. Горный массив покрыт густыми лесами и изрезан глубокими долинами ручьев и рек, доступ к которым зачастую непрост. Только росахатские полонины имеют спокойный характер с красивыми лугами и видами. Горганы – система горных хребтов во внешней полосе украинских Карпат, расположенных в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Простираются на 75 километров северо-запада от долины реки Мизунки и реки, на юго-восток до долины реки Прут. Ширина с запада на восток составляет около 40 километров. Считаются самыми суровыми украинскими горами и одними из самых труднодоступных гор украинских Карпат. Огромная территория, дикие леса, глубокие и почти бескрайние долины, типичные каменные вершины с непроходимыми рододендронами. Это характерная черта Горган. Горы, которые находят место в сердце каждого искателя приключений. Название происходит от названия каменных осыпей, называющихся Горган. Наивысшая вершина массива Горган – гора Сивуля, высота 1836 метров. В Горганах находится жемчужина Карпат – озеро Синевир, крупнейшее и самое глубокое горное озеро Украины. Манявский водопад – один из самых высоких водопадов в украинских Карпатах. Горнолыжный курорт Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины, и еще много интересных достопримечательностей. Покутско-Буковинские Карпаты – горы во внешней полосе украинских Карпат в пределах Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Простираются с северо-запада на юго-восток от верховья реки Лючки до границы с Румынией почти на 75 километров. Ширина до 25-30 километров. С северо-востока прилегают Покутская и Черновицкая возвышенности. Покутско-Буковинские Карпаты характеризуются относительно невысокими, но живописными горными вершинами и холмами. Горы покрыты густыми лесами и пронизаны сетью рек и потоков, создающие живописные долины. Горы представляют собой систему хребтов, разделенные речными долинами Пестынки, Рыбницы, Черемуша, Сирета и их притоками. Восточную часть украинских Карпат увидели, а что с западной частью? А на западе Полонинские Бескиды, и начинаются они с полонины Руны. Когда вы ходите в Карпатах на любую безлесую поляну или лысый склон горы, можете быть уверены, перед вами полонина. В Карпатах это слово встречается сплошь и рядом, и означает оно поляну или безлесое место. Полонина – это термин, используемый в Карпатах и некоторых других регионах Восточной Европы, обозначающий высокогорные луга или пастбища, обычно расположены на вершинах гор или на возвышенностях. Эти участки часто лишены деревьев из-за их высоты, где условия становятся слишком суровыми для большинства древесных видов. Это касается и альпийского пояса в украинских Карпат. Кстати, в горах Крыма и Турции аналогом полонины является Ейла. Полонина Руна считается самой большой полониной Карпат. Массив расположен в западной части Полонинского хребта, между реками Люта, Шипот и Турьи. Высота до 1482 метров. Полонина Руна – это широкий хребет, покрытый полонинами и преимущественно буковыми лесами на склонах. Стремительно обрывается к северу и востоку. Массив имеет несколько заметных вершин. Например, гора с одноименным названием в северной части массива – Менчул, Рунаплай. Полонина Руна достигает высоты около 1482 метров над уровнем моря, что делает ее одной из самых высоких полонин в украинских Карпатах. Вершина покрыта кустарниками черники, поэтому в конце лета сюда съезжаются десятки сборщиков ягоды из ближайших деревень в долине. Она характеризуется открытыми высокогорными лугами, которые в летние месяцы покрываются разноцветным ковром из альпийских цветов и трав. Эти пространства предоставляют пастбища для скота в теплые месяцы. Район известен своим разнообразием флоры и фауны, включая множество редких и эндемичных видов. Там расположен орнитологический заказник Соколиные скалы, на юго-восточных склонах Турьи Полянский заказник и Ужинский национальный природный парк. Очень ценны восточные склоны долины Руны, где расположены природный заповедник Шипот с системой водопадов.
Полонина Боржава – известная красивая полонина в украинских Карпат, расположенная в Закарпатской области. Эта полонина представляет собой обширный хребет серии возвышенностей, открытых лугов и панорамных видов между реками Латорицей и рекой. Длина свыше 50 километров, ширина 34, высота до 1681 метра. Южный склон полонины пологий, он удлинен и расчленен, северный круто обрывается. К Боржавской полонине примыкает полонина Кук, которая часто считают отдельным горным массивом. К этой полонине относится также хребет Паленый Грунь. Дальний гребень полонины находится на расстоянии 44 километров, поэтому Боржава представляет собой самую длинную полонину Закарпатья. А на склонах горы Стой – заказник государственного значения Рассошный. Полонина Красна или Полонина Прекрасная – горный массив в украинских Карпатах, расположен в Тячевском и частично в Межгорских районах Закарпатской области. Соответствует своему названию и считается одной из самых красивых украинских полонин. Это живописный горный массив с не слишком большими перепадами высот между отдельными вершинами главного хребта. Верхние перевалы гор обезлесены и покрыты очаровательным ковром трав с многочисленными ягодами черники, поэтому даже в летние месяцы здесь встретишь больше сборщиков черники, чем туристов. Ее характер очень похож на ее западную соседку – полонину Боржаву. Полонина Красная является частью Полонинского Бескида, простирается с северо-запада на юго-восток несколькими последовательно соединенными дугами с многочисленными отногами хребтами. Высочайшая гора массива Сигланский. В 1936 году усилиями чешского ботаника Алоиса Златника здесь был создан природный резерват Полонина Красна. Черногорский хребет, или как его называют Черногора, очень популярная среди туристов. И ведь не зря он является самым высоким горным массивом в украинских Карпатах. На территории массива, площадь которого составляет 16 тысяч гектаров, расположена высочайшая вершина украинских Карпат – Гаверла. Да и общая высота не опускается ниже 1750 метров. Хребет известен тем, что на нем находятся все украинские двухтысячники. Поп-Иван – это одна из высоких вершин в Восточных Карпатах, известна своей обсерваторией Белый Слон, которая в прошлом служила астрономической и метеорологической станцией. С вершины открываются потрясающие виды на окружающие горы. Гринявский хребет, Гринявские горы или Гринявы. Горный массив в украинских Карпатах, на юге Ивано-Франковской области, между речи Черного и Белого Черемоша. Гринявский хребет с севера примыкает к Верховинско-Путильскому низкогорью. Самой высокой вершиной является гора Погребина с высотой 1600 метров над уровнем моря. Чивчины или Чивчинские горы – это хребет в украинских Карпатах, который является частью Восточных Бескидов, расположенный преимущественно на территории Украины в Закарпатской и Ивано-Франковских областях. Этот горный регион известен своими живописными ландшафтами, богатый биоразнообразием и традиционным образом жизни местного населения. Южнее украинских Карпат – Молдавско-Мунтенские Карпаты. Хотя в названии присутствует слово «Молдова», это группа горных хребтов в Румынии. Восточно-румынские Карпаты включают горы Апчина-Мистыканиш, Станишаарские горы, горы Таркао, горы Вранча, горы Базаулуй, горы Чукаш, горы Баю и горы Татару. Восточно-румынские Карпаты – это горное сердце румынской Буковины. Загадочный край, полный бескрайних лесов, в которых словно разноцветные жемчужины расположены расписные монастыри Буковины. Здесь красивее всего весной и осенью, когда даже здешние густые леса под стать монастырскому колориту. Достойны посещения небольшие деревни, гармонично вписанные в местный ландшафт, с аккуратными полями и пастбищами. Чем разбитее дорога в деревню, тем дальше чувствуешь себя от обычного мира и тем сильнее впечатление. Только ее административный центр, историческая Сучава и несколько небольших городов, таких же как Гура-Хаморлуй, Кампылунг-Молдавинецк или Радовцы, отличаются от сельского характера румынской Буковины. Сухарды – небольшой и почти необитаемый горный массив на севере Румынии. На его хребтах нет туристических баз, и туристы здесь большая редкость. Хотя обозначенные маршруты здесь можно найти. Вне зимы горы активно используются для выпаса овец и коров, стада которых сопровождают лохматые овчарки. Ландшафт Сухарда очень разнообразен. Здесь чередуются леса, живописные луга и иногда даже скалы. Самая высокая вершина – Омуль, расположена на главном хребте к югу от села Черлибаба.
Горы Рорео – захватывающие дух известняковые горы на севере Румынии. Зубчатые скальные башни, горные луга, богатая флора и узкие ущелья делают эти горы туристическим раем. Вместе со своим совершенно другим братом гор Геумалау он образует компактную горную систему Роре-Геумалау, которую иногда принимают за единый горный массив. Граница между ними проходит от села Пожарата через седловину Шауа-Карбулуй до поселка Зугрени. Станишаарские горы – это обширный горный массив на восточной окраине румынских Карпат. Горный массив простирается примерно в направлении север на юг от буковинского города Гура-Гумаролуй до исторического города Пятра-Нямц. Станишаары отделены от Буковины рекой Молдова на севере. Глубоко посреди гор в южной части хребта лежит озеро Куишдель. Из его поверхности торчат сотни стволов мертвых деревьев, что создает мистическую атмосферу. Озеро очень молодое, оно образовалось после оползней в 20 веке. Оно расположено в верхней части долины над деревней Горчина. На юго-западном краю горного хребта, на реке Быстрица, к северу от Биказа, стоит крупнейшая плотина румынских Карпат – Изварул-Мунтелуй. Ее можно перевести как горный источник. Ее еще называют Лакул-Биказ. Горы Таркео. Горный массив на северо-востоке Румынии входит в состав Молдавско-Мунтенских Карпат. На севере хребет граничит с реками Биказ и Быстрица. Реки Демук и Валя-Реча на западе, реки Тротуш на юге, на востоке они ограничены подкарпатскими холмами по линии, проходящей примерно от Пятра-Нямца до Майнешт. Самая высокая точка – Тархавас, 1663 метра. Горы Вранча – это небольшой, но выразительный горный массив в восточных Карпатах Румынии. Они расположены в основном в округе Вранча, откуда и происходит их название. Эти горы имеют не только важное геологическое и экологическое значение, но и культурное и историческое. Горы Вранча покрыты обширными лесами, которые служат домом для множества вид флоры и фауны. Здесь можно встретить как широколиственные, так и хвойные леса. Горы Вранча, хотя и не являются самыми известными среди горных массивов Румынии, представляют собой уникальный уголок природы с богатым природным и культурным наследием, предлагая посетителям возможность насладиться красотой и спокойствием карпатских ландшафтов. Чукашские горы – это часть восточных Карпат, расположенная в Румынии. Они известны своими уникальными скальными формациями, живописными пейзажами и богатым биоразнообразием. Этот горный массив привлекает множество туристов, ищущих красоту природы, пешие походы и альпинизм. И если есть внешние Карпаты, то скорее всего есть и внутренние. Так и есть. И начинаются они с севера, Вигарлат-Гутинским районом. Вигарлат – загадочный горный массив, полный темных лесов, вулканических скал, руин древних замков и пещер, которые вызывают ощущение таинственности. Пейзаж настолько удивительный, что легко поддаешься мысли о том, что там обитают волшебные существа. Вигарлат – одно из самых привлекательных мест Восточной Словакии. Весь Вигарлат-Гутинский хребет начинается с Вигарлата, хребта вулканических гор, который простирается дальше через Украину до Северной Румынии. На севере Вигарлат отделен от Андавской и Лаборецкой возвышенности долиной Цироки. На северо-востоке примыкает к Буковским холмам, на востоке к массиву Попричный, а на юге и западе опускается в низменность Восточно-Словацкой области. Под горами на южной стороне Вигарлата находится огромная, используемая в рекреационных целях плотина – Земплинская Ширава. Земплинская Ширава – это огромная плотина под южными склонами могучего Вигарлата, которая образует чудесные природные пейзажи для отдыхающих сразу за восточной окраин Михаловцев. Его прозвали Восточно-Словацким морем. Самой большой туристической достопримечательностью является горное озеро Морское Око. Над ним возвышается популярная вершина Снинский камень со скальным образованием, с которого открывается прекрасный вид. На юго-западном склоне гор недалеко от деревни Винне находится озеро Виниан, используемое для отдыха, и впечатляющие руины Винианского замка. Попричный – горный массив вулканического происхождения, простирающийся по обе стороны украинско-словацкой границы к северу от Ужгорода. Это один из горных хребтов Вигарлатско-Гутинского хребта, вместе с прилегающим Маковицей и Синяком. Они вместе называются Восточный Вигарлат. Восточную границу Попричного образует река Уж, за которой следуют горы Маковица и Полонына Руна.
Самая высокая вершина горного хребта и одновременно всего восточного Вигорлата – скала Ветровая, 1025 метров, расположенная на словацко-украинской границе. Прекрасные виды также открываются с многочисленных лугов и вершин в окрестностях словацких деревень Иновце и Бенятина. Между Бенятиной и Иновцами находится затопленный карьер с изумрудно-зеленым озером Бенятина. Горы Оаш – горные хребты с загадочной атмосферой, простирающиеся по обе стороны украинско-румынской границы, к югу от реки Тиса. Горы имеют вулканическое происхождение, как и весь Вигорлат-Кагутинский хребет, частью которого они и являются. Украинская сторона гор покрыта густыми лесами, а с румынской стороны открываются более панорамные виды. На украинской стороне расположен курорт с минеральными источниками Шаян, с множеством фешенебельных отелей, и гости редко решаются идти в горы. Вместо этого они отправляются на водные развлечения в близлежащий большой природный бассейн Шаянское озеро. Минеральные источники можно найти и в близлежащем поселке Вилятино. Гутинские горы – туристически привлекательные вулканические горы со скалистыми вершинами, живописными лугами и горными озерами на севере Румынии. Поэтому неудивительно, что они стали названием всего Вигорлатско-Гутинского хребта, хотя и невелики по площади. Гора Гутин – самая посещаемая румынская гора этого вулканического хребта. Большинство туристов отправляется на красивую скалистую гору Креаста-Кокошулуй или Гребень Петуха. Массивное скальное образование действительно очень напоминает гребешок. Горы Игниш – горы на самом севере Румынии, расположенные между городами Баямаре, Сигет и Негриш-Тиоаш, частью вулканического хребта Вигорлат-Гутин. Горы Игниш не очень высокие, они достигают своей наивысшей точки на вершине горы с одноименным названием Игниш. Горы Лепуш или Млечные горы – редко посещаемые горы на границе исторического Марамуриша и региона Лепуш. Обозначенные маршруты здесь можно пересчитать на пальцах одной руки. Еще больше этнографических богатств сокрыто в деревнях, спрятанных в местных долинах и предгорьях. Здесь большое количество деревянных церквей. Часто можно встретить людей в национальных костюмах, и можно полюбоваться мастерством местных жителей в работе с деревом. И, наконец, Себлежские горы – самый восточный и в то же время самый высокий горный массив вулканического Вигорлат-Гутинского хребта. К западу в седловине Пасул-Батиза он примыкает к горам Лепуш, на востоке примыкает к Родне, от которой их отделяет глубоко врезанная долина рек Салууца и седловина Пасул-Четрев. Мунци-Цеблеш является частью горной системы, отделяющей историческую территорию Марамуриша от остальной части Румынии. На севере горы спускаются в котловину Марамуриш, за которой продолжаются горы с таким же названием. На западе горы переходят в Нижнее предгорье, которое уже является частью Трансильванского плато. Горы Марамуриш – обширный и относительно пустынный румынский горный массив, простирающийся между границами с Украиной и долиной реки Вишня. Горы Марамуриш совпадают с названием всего местного региона, исторически простиравшегося на территорию Румынии и части Украины. Горы охраняются как природный парк Марамуриш, в густых лесах которого обитают медведи, волки и рыси. Самая высокая вершина Марамуриша – Фаркао, расположена за пределами главного пограничного хребта. Родна – царица гор Северной Румынии и территории далеко за румынской границей. В противоположном направлении, дальше вглубь Румынии, Бучеги и Фагараш. Характером Родна чем-то напоминает западные Татры. Это романтический тихий горный массив с прекрасными видами, не тронутыми никакими промышленными центрами в низменностях. Он охраняется как национальный парк для сохранения природы. Самая высокая точка Родны на вершине Пьетрасул-Родней, вторая по высоте вершина выдающаяся достопримечательность гора Инео. Ниже него находятся два красивых горных озера – Лала-Маре и Лала-Мике. Типичным растением Родны являются рододендроны с фиолетовыми цветками. Окрестности – одни из самых бедных в Румынии, но тем более богатые духовно. В предгорных деревнях до сих пор сохраняются фольклор и традиции. А на юго-востоке за долиной реки Самышул-Маре возвышенность Бергео. Горный массив, заполняющий пространство между Родно и Калиманскими горами, без сплошного хребта. Через горы проходит важная железнодорожная линия, ведущая в город Ватра-Дорней.
Мунцибергео ограничен с северо-запада долиной реки Самишул-Море, за которой возвышаются холмы Родно. Вершина Большого Гения считается самой высокой горой. Одной из самых высоких гор Мунцибергео является также гора с красивым названием Мирослава. Южнее вулканический горный массив Каргита относится к числу геологически самых молодых районов всей Карпатской системы, о чем свидетельствуют видимые поствулканические явления и по сей день. Фазы вулканизма были сосредоточены на южном конце горного хребта, и на нем продолжается массив Чумато, где находятся два вулканических кратера в Восточной Европе. Один из них заполнен водой и образует бесточное озеро Святая Анна. Другой кратер осушился в результате обратной эрозии ручья и сейчас представляет из себя болотистую местность. Перганские или Першинские горы расположены недалеко от исторического региона Цара-Бырсей на юго-востоке Трансильвании. Представляет собой мост между Восточными Карпатами и Южными Карпатами. Тип скал и рельефа, местные перепады высот, наличие глубоких долин и поперечных впадин определили деление этих гор на три сектора – Южно-Перганские, Средне-Перганские и Северо-Перганские. Горы имеют округлые вершины со слабо наклонными склонами. Также выделяются известняковыми конгломератами, острыми хребтами и холмами, разделенными глубокими долинами, а на юге – холмистый ландшафт. Гора Кодли – самая высокая вершина высотой 1292 метра, имеющая почти коническую форму, возвышающаяся над окружающим рельефом. И на самом юге Восточных Карпат горы Пятра-Море и Паставару, известные вместе как горы Тимишулуй или Барси, расположены в излучине Карпат, в южной части большой котловины Брашева. Это гармоничное сочетание высоких вершин и зубчатых хребтов, округлых холмов, живописных впадин, ущелий и крутых склонов. Каньон 7 ступеней считается одной из главных туристических достопримечательностей горного массива. Рядом с Рыжновым расположена уникальная карстовая пещера. Сегодня это место является частью заповедника Долина Крепости и привлекает множество туристов из разных уголков земли. Монсибаулуй – высокий горный перевал на высоте 1700 метров над уровнем моря, расположенный в уезде Прахово. Горный массив расположен к востоку от Бучеджи над городами Синая и Буштень. Монсибаулуй состоит из двух хребтов, идущих с севера на юг. На восточном хребте расположены горы Намтулуй на севере и Баулуй на юге. Итак, дорогие друзья, мы познакомились с крупнейшей по протяженности частью Карпат Восточной. Восточные Карпаты, словно могучий хребет древнего дракона, величественно вздымаются над тихими долинами и зелеными лесами Восточной Европы. Они простираются сквозь времена и границы, от Польши через Украину и вглубь Румынии, рассказывая историю Земли своими каменистыми вершинами, бурлящими реками и тайными ущельями. В следующем выпуске мы поговорим о южной части огромного горного региона, расположенного по большей части в Румынии и меньшей в Сербии, с красивым названием Карпаты. Узнаем, где находится замок графа Дракулы и где вторая по величине река в Европе пересекает Карпаты. И еще очень много интересной информации ждет нас впереди. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.